Добрый день, мои дорогие подписчики и гости канала. Меня зовут Полина. Вы видите, какие остатки былой роскоши у меня остались. Тканей немного, но они все очень красивые. И, конечно, хочется из них что-нибудь сотворить. Для начала попробую выкроить из них квадраты размером 12 на 12 сантиметров. Всего мне надо 25 квадратов, но не знаю еще, насколько хватит у меня этой ткани. Ткань очень красивая, велюр и бархат на трикотажной основе. Квадраты накроила, примерно можно прикинуть, как они будут располагаться. Может быть, и хотелось бы сделать другой рисунок, но работаю с тем, что есть. Дальнейшая работа из вспомогательной ткани. Накроила 25 квадратов 10 на 10 сантиметров. Скалываем вместе по углам 2 квадрата, большой и маленький. В середине получается складочка. Ее тоже можно зафиксировать. А потом прошиваем эти заготовки по периметру. Показываю, как можно сшить эти квадраты, не используя иголочки. Но если вы начинающая, то лучше сначала наметать иголкой с ниткой. Итак, фиксируем уголочки, дошиваем до середины, делаем складочку, прошиваем деталь до конца. Потом, не обрывая нитки, приставляем следующую деталь. Все нашитые заготовки располагаем в нужном нам порядке. Собираем это полотно, прошиваем вместе по 2 детали, собираем их гирляндой, а потом сшиваем 2 такие гирлянды. Вы видите, все детали соединены между собой, держатся они на соединительных швах. Остается сделать только буквально 4 шва. Моя красавица Юника от Effective. Ну что, красивая, поехали кататься. Выбираем строчку. Укладываем ткань, опускаем иголку, опускаем лапку, нажимаем пуск. Ткани поправлять я приспособилась распарывателем. Руками лучше не лезть. Машинка умная, сама шьет. В конце строчки сделали закрепку, нажали на кнопочку, обрезали нитки. Так прошиваем все полотно. Девочки, когда начинаю шить из лоскутков, всегда вспоминаю анекдот. Новый русский приходит в магазин тканей и просит показать ему красной материи, очень четко выраженного красного цвета, чтобы была не слишком толстая, не слишком тонкая. Одну за другой продавец приносит ткани, перечисляет цены, расхваливает качество. Все прилавки завалены грудами тканей. Шелк, бархат, сатин, велюр, атлас. Прошел час, другой, наконец новый русский нашел то, что искал. «Сколько метров вам отрезать?» – спрашивает продавщица. «Ну, вы знаете, я привез из-за бугра куклу, так у нее язычок куда-то потерялся». Вот такая заготовка у нас получилась. Переходим к следующему этапу работы. Всю изнаночную сторону надо будет закрыть. Поэтому из плотной вспомогательной ткани я вырезала квадрат 43 на 43 сантиметра и подготовила еще тесемочки. Чувствую, что вещь у меня получится шикарная, и надо будет ее привязывать, чтоб ее никто не прихватизировал. Нашу заготовку прошила по периметру. С одной стороны оставляем отверстие для выворачивания. Теперь в каждом квадратике распарывателем делаем отверстие и очень туго набиваем его синтепоном или холофайбером. А потом берем иголку с ниткой и крепко зашиваем. Девочки, я перепробовала и пересмотрела множество вариантов изготовления, и это самый простой и легкий по технологии.
После того, как туго набили все квадратики, подрезаем уголочки, и остается самое простое – вывернуть. Ага, сами догадываетесь, что это не так легко, но это стоит усилий. Все тщательно расправляем, поправляем, и надо только зашить отверстие. Вот здесь смотрите сами. Если у вас на обратной стороне стоит тонкая ткань, то можно в нескольких местах ее незаметными стежками подхватить и подшить к цветной части. Ой, я даже сама не подозревала, что настолько эффектно будет выглядеть эта ткань. Конечно, сочетание цветов немного новогоднее, но уже из того, что было, я считаю, что получилось очень эффектно. Слышала такую историю, что одна очень коварная дама решила нас немного насолить другой женщине. Устроила у себя званый ужин, а перед этим разузнала, в каком именно платье пойдет ее соперница, а потом приказала шить портьеры и обить всю мебель точно такой же тканью. Вот такая маленькая женская месть. Приходишь в гости в новом модном платье, а у хозяев лежанка для собак из такой ткани. А у меня сидушка из роскошного бархата, как в лучших домах Лондона и Парижа. В общем, заходите ко мне в гости на канал, подписывайтесь, ставьте классы, пишите комментарии. С вами была Полина. Всем пока-пока и до новых встреч!